Если сравнивать Super Duke GT с S1000XR как основным конкурентом, в схожей комплектации BMW по цене отличаются на ужин в ресторане. Multistrada V4 чуть дешевле, V4S не намного дороже Дюка. С другой стороны, есть еще пачка мотоциклов примерно на 5 евро дешевле. И почти вдвое дешевле Дюка можно купить базовый Tracer 9. Почему? Почему остановиться именно на Дюке? Все эти мотоциклы пропагандируют одно и то же – спортивный драйв и способность к туризму, и все модели имеют своих поклонников. Да, 175 сил – впечатляющая мощность, но с каких пор 152 лошади у Suzuki – это мало? А рядом с BMW M1000XR на 200 сил Duke – овощ? Если мы покупаем лошадей, КТМ слишком дорогой, лучшими спорт-туристами окажутся Tracer 9 и GSX. Если покупаем комфорт, почти любой современный спорт-турист с рулем удобнее, а сравнивать с мультистрадой по комфорту — это как против школьника поставить чемпиона. Надежность? КТМ? Серьезно? Если с машинной логикой оценивать комплекс цены, надежности и комфорта, Yamaha Tracer 9 — лучший спорт-турист. Нет, спорт-туристы иррациональны, они возят душу. Ведь главное, чтобы байк нравился. Super Duke GT, да? Прям вот взял и понравился кому-то своей внешностью, да? Прям вот человек увидел эту морду сбоку и влюбился, да? Ну хорошо. Да, надо было заранее сказать, что это не мой мотоцикл. В смысле, он говорит, но не мой. В смысле, я его не украл, а просто не мой. Какой мотоцикл, такие шутки. Я точно не стал бы покупать мотоцикл такого класса, потому что не люблю быструю езду, меня устраивают легальные скорости. Такие байки все-таки для фанатов скорости. Однако со стороны чуть-чуть вижу, чем Super Duke GT отличается от других спорттуристов, так что хотите или нет, а я поделюсь мыслями. Недавно я в Москву летал на пару дней, для интереса проехал по мотоциклетным торговым центрам. Что могу сказать? Во-первых, с моего прошлого посещения Формула X еще больше развилась, это заметно. Во-вторых, я, конечно, сравнил торговые центры по своим критериям, разложил на атомы, все как обычно. Федеральный закон о рекламе фактически запрещает использование терминов в превосходной степени, поэтому, скажем так, Формула X весьма хороший торговый центр, если вы понимаете, о чем я. Особо удивило, сколько там магазинов с эндуро-экипировкой. Например, в Мадриде такого нет, чтобы какие-нибудь полноценные брейсы или защита шеи были в одном месте сразу в 5 магазинах. А Мадрид — это как бы второй по населенности город Евросоюза с развитой мотокультурой. Молодцы! Также в Формуле X достаточно магазинов и с дорожной экипировкой, и магазины с новой БУ мототехникой, и мотосервисы, и всякие баги, квадроциклы, лодки на выбор. А еще мне там зашла кафешка. Увидимся в Формуле. И обратно к Рыжику. Вы могли заметить, что почти все конкуренты, о которых я говорил, 4-цилиндровые. Tracer 9 3-цилиндровый, но по объему на четверть меньше Дюка, будем считать, что это большая четверка с неработающим цилиндром. Я не окажусь в меньшинстве, сказав, что мне больше нравятся спорттуристы от литра с 4 цилиндрами. Для меня это синоним спортивной динамики. Два больших длинноходных поршня пинают колесо сильнее, но реже. У 4-поршневых моторов интервалы между пинками короче и сами пинки дружеские. Коленвал двушки крутит один качок, а коленвал четверки много маленьких детей, поэтому четверки передают крутящий момент на колесо максимально гладко. Еще у четверок момент инерции выше, из-за чего они стабильнее, что тоже накладывает особенности на манеру движения. Настолько, что на треке на разные компоновки моторов ездят по разным траекториям. Но больше разница в ощущениях. Большие двушки, по характеру дерзкие и хулиганистые, провоцируют к езде агрессивными импульсами с подрывом колеса. Для езды на грунте то, что нужно, но для быстрой езды по серпантинам я всегда выберу холодную пилотажную четверку. Я пока не придумал идеальной метафоры, но сегодня пусть будет такая. Представьте, что вы крутите ручку громкости. На четверке вы регулируете громкость с шагом в 1%, и даже когда крутите ручку резко, в момент поворачивания вы все равно чувствуете, как громкость быстро, но плавно увеличивается по 1%. А на 2 цилиндрах громкость регулируется с шагом в 10%, и при кручении вы чувствуете ступенчатый переход от одной громкости к другой. Пока твой кончит 3 ногами. 1, 2, 3, 4. Мальчишка на 2 ногах. 1, 2, 1, 2. Давай коня постерегу. А ты бегом. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Это не про низы и верха, как принято считать. Вы без труда найдете четверки, у которых низов больше, чем у Дюка.
Если брать актуальных спорттуристов, с двумя цилиндрами остаются только 1250 RS, Super Duke GT и Mandela, хотя итальянцы называют его родстером. Все три мотоцикла роднит то, что у них есть какое-то ощущение не спорттуристов, а скорее нейкидов, которых после голой вечеринки опять попытались одеть. RS и Mandela еще и слабоваты, чтобы о чем-то спортивном заявлять, но не суть. Безусловно, есть люди, которым не нравятся синтетические ровные ощущения на четверках, но среди любителей спорттуристов таких немного. Хотя бы потому, что четырехцилиндровые моторы значительно ближе по ощущениям к тому, на чем ездят в MotoGP. Собственно, КТМ тоже гоняются на V4. С другой стороны, если вы хотите именно двухцилиндровый мотоцикл в этом классе, Super Duke GT получается самым мощным, оттого ценным. Если рассматривать Super Duke GT с точки зрения гипернейкида, то есть мотоцикла для города с возможностью путешествий, я бы смог его продать. Легко заметить, что он для литра плюс компактный, что опять же свойственно для двухцилиндрового мотора. Super Duke GT еще и узкий по рулю. Он удобнее для междурядий, чем SXR и Multistrada, и загибаешься все-таки поменьше, чем на мотоциклах с клипонами. КТМ вполне могли бы вытащить из 1300 кубов и побольше лошадей, но оставили более городскую полку момента. Да, у Дюка низов мало, зато есть ровная середина, и за счет огромного объема низов хватает, чтобы более-менее ездить в пробках без накручивания оборотов, чтобы проехать очередные 2 метра. Гораздо лучше, чем у четырехцилиндровых спорттуристов, на которых мне довелось ездить. Однако, только плавно. Если резко попытаться открутить ручку, скажем, на 3000 оборотах, мотор дергается и тарахтит, но не выстреливает. Мотор готов к езде только где-то от 4500 оборотов, и вот там можно уже в полную дырку ехать и резко крутить ручку. И получается, что если мы сравниваем с SXR и большинством спорттуристов, для города Duke чисто по мотору даже удобнее. Плюс у Дюка гораздо острее геометрия, чем у тех же SXR и Multistrada, особенно Pikes Peak. КТМ более мелкий и маневренный, еще и полегче. У него и трейл короче, и значительно короче база, чем у конкурентов. В итоге нет ощущений конкурентов, что пытаешься на истребителе от аэродрома до дома доехать, что и в городе отлично, и в горах. На узких серпантинчиках на невысоких скоростях на нем веселее. Особенно после V4 Pikes Peak, на котором я катался до Дюка. Pikes Peak трамвай, а Дюк мелкий проныра ближе по ощущениям к трейсеру. В среднем диапазоне вибрации для спорттуристов вполне нормальные, гораздо менее пугающие, чем об этом говорят, и при езде по городу у меня никаких вопросов. Просто четверки наверху все еще комфортные, а здесь после 7000 настолько сильные вибрации везде, что даже с подножек ноги пытается сбросить. В итоге эта верховость мотора мало кем используется, большинство крутит до 7-8. Внизу он тоже неполноценный, в итоге основной рабочий диапазон от 4,5 до 8000 оборотов, пока боты не начинают на подножках плясать. Я люблю, когда мотоцикл может быть дубово. Понимаю, что это не самое приоритетное свойство для большинства, но в Испании дороги позволяют на дубье ездить. И, например, сколько я не катался по условной Швейцарии, что-то ни разу не видел трасс с дефектами. В Европе хочется ездить на затянутой подвеске. Duke позволяет так настроить подвеску, а Multistrada V4S, например, нет. Но SXR тоже чуток помягче. Duke — единственный мотоцикл за последние года 3, на котором я не ездил в самой жесткой настройке. Спортивный режим подвески Дюка, кроме как на треке, не нужен, хоть кто-то не соврал, назвав режим спорт. На реальных дорогах все равно попадаются бугорки и мелкие стыки, на которых в спорте мод подбивает и по рукам бьет. В комфортном режиме у Дюка хорошая настройка на повседнев, неплохой комфорт в рамках спорт-туриста. И средняя настройка для красивых и умных, я на ней и ездил. Мне и комфорта на ней более чем, и управляемость великолепная. Да, у Pikes Peak качество подвески совсем на другом уровне как по комфорту, так и по контролю одновременно, но ценник неподъемный. Если вернуться на землю, для большинства телезрителей предпочтительнее будет подвеска V4S. При том, что она дает достаточный уровень управляемости, мультик глотает неровности, как никакой другой кроссовер и уж тем более спорттурист. Универсальности больше. Давайте лучше опять про то, для чего нужен КТМ. На мой взгляд, это мотоцикл для популярного в Европе однодневного туризма, когда не нужно каждый раз ехать пару дней по М4. Погонять где-то рядом по горам с друзьями налегке кружок километров на 300. На спортбайке тяжеловато весь день катать, а на спорттуристе вполне. Когда хорошо знакомые дороги, можно ехать более агрессивно, чем в обычном туристическом режиме, где спорттуристы и круизеры плюс-минус в похожем ритме передвигаются.
Часто даже так. Проезжается фановый участок, потом все встают, байки травят, кофеек пьют, дальше решают еще туда и обратно съездить, и так несколько раз. Конечно, в таком формате можно лупить почти как на треке, есть где раскрыть потенциал и заметить отличия от кроссоверов. Но вот как обычный дальний туризм, больше мучения, а раскрыть спортивность в незнакомых местах особо негде. Я Super Duke GT брал всего-то на 2 дня. Вроде и ерунда, но я так устал от его напряженной посадки, гипертонус спины еще пару дней был. На следующий день, как сдал Дюка, иногда просто останавливался и на травке лежал, проклиная момент, когда зачем-то решил спорттуристов попробовать. Если бы мне предложили не просто кружок по горам, а съездить в Париж за багетом, я бы предпочел даже 300-ку типа 310 GS или Zontes 350T, чем это. Конечно, как бывший спортовод, сам себе могу возразить. Когда каждый день на спортухе ездишь, к креветочной посадке тело все же привыкает, можно значительно дольше терпеть. Но назвать посадку комфортной сложно, с ней всегда нагрузка или на руках, или на спине, по-другому никак. Если сравнивать с S1000XR, мультистрадой или трейсером, у Дюка эргономика значительно ближе к спортбайку. Если вы не знакомы со спортивными мотоциклами, представьте, что наклон на Дюке такой, что и здороваться рукой уже неудобно из-за того, что всегда в напряжении сидишь, и на высокий светофор смотреть неудобно даже на вытянутых руках, нужно максимально неестественно выгибать шею. У BMW и Yamaha совсем вертикально расслабленно сидишь, и руль высоко, хотя во всем остальном это честные спорттуристы. Геометрия, подвеска, все классно, про рулежку ничего плохого сказать не могу, но для нормального управления, особенно таким тугим рулем, нужно руки держать горизонтально, поэтому посадка в ощутимом наклоне все время. С натянутыми руками можно себе позволить ехать разве что на прямой магистрали, и то вертикального положения не будет. Да и то не быстро и недалеко. Разгоняется с 200 как ужаленный, признаю. Вплоть до 240 по GPS разгон захватывающий, дальше тянет послабее. Но толку нет. Если на XR можно не просто разогнаться, но и на скорости 220 км в час ехать бесконечно долго, просто шумновато и стоит пригнуться от ветра. На V4S можно ехать те же 220 км в час в комфорте, просто руль еле-еле погуливать начинает, если сравнивать со спорттуристами. На Pikes Peak можно ехать 240 в полном комфорте и тишине, сидеть как угодно с расслабленной посадкой и не пригибаясь. Ощущение, как будто на поезде едешь, я больше ни на одном мотоцикле такого не чувствовал при таких скоростях. На Pikes Peak без преувеличения можно 240 весь день ехать и не устать, даже немного страшно это осознавать. А у Дюка, во-первых, нет ощущения трамвая на таких скоростях. Он стабилен для своей базы, но обязывает и колени подприжать, и вперед максимально сдвинуться, пригрузив перед. Чувствуешь, как мотоцикл лучше прижимается к асфальту. Стекло хорошо спроектировано для стабилизации мотоцикла, но вот про пилота забыли. В городе с открытым визором не вариант даже 40 км в час ехать, что не дает преимущества по сравнению с нейкедами. На скорости давление на шлем и плечи, и это если практически лечь, сидя прямо просто сдувает. Это при высоком положении стекла. В итоге минут 10 можно проехать 220-240 ради ТикТока, потом плечи и шея требуют прекратить безобразие. Я максимум минут 20 продержался, потом все, невыносимо. И даже на 80 км в час есть постоянное давление на шею. Конечно, на мотоцикле с такой эргономикой и стеклом по трассе лучше ездить в спортивном шлеме. Немного другая аэродинамика и снижается давление на шею, но чудес не будет. 1-2 дня еще ничего, потом из-за постоянного тонуса мышцы деревенеют и голова перестает поворачиваться без боли. Я такой туризм проходил в бурной молодости, больше не хочется. И это даже не самое плохое. Наибольший вклад в усталость от шума ветра. Он на любых скоростях, даже на 80-90, и берушами вы не спасетесь. Я так задолбался с этим мотоциклом, что решил больше никогда не садиться ни на какого спорттуриста с наклоном. Пусть этим чуваки в кожаных комбинезонах занимаются, это просто невозможно оценивать с точки зрения туризма с мотоциклами. Это как пару лет назад и после путешествия на Бинелли ТРК-251 я решил, что больше никогда не стану брать на тесты дорожные байки меньше 300 кубов. Но ТРК-251 покупают не от хорошей жизни, а эти зачем-то страдают за бешеные деньги. Покататься без фанатизма по Альпам на выходных и в будни спокойно ездить на нем на работу – вот идеальная сфера применения Дюка. Никаких магистралей, никаких дальников. Или когда нужно добираться на работу из пригорода по трассе. Вполне европейская история. На Naked уже как-то совсем не очень, а на Super Duke GT сойдет.
Чисто для города Дюка можно использовать, но зачем, когда всего на 15% дороже эталонные Street Fighter V4 и M1000R, которые по всем пунктам раскатывают КТМ? Поговорим о Super Adventure S. Если бы кто-то сравнивал Sport Turista и Tour Enduro 15 лет назад, я бы громко смеялся, но времена изменились. Если раньше, когда ты хотел нормальной рулежки, приходилось брать что-то спортивное, то сейчас подвески скакнули вперед, особенно электронные. Очень малому количеству людей не хватит жесткости подвески Super Adventure. Уж точно не тем ребятам, кто не чувствует преимущества 4 цилиндров в Sport Tourisте. Во-вторых, моторчики на кроссоверах маленько изменились. Те, кому не хватает 1300 кубов и 160 сил у Super Adventure, они сейчас с нами в одной комнате? В общем, сегодня такое сравнение уже не кажется глупым, поэтому класс традиционных спорттуристов вымирает. В-третьих, угол наклона вилки и трейл. Если взять старые туринды типа 750-й Африки, там вилки с большим углом наклона и с дичайше длинным трейлом. Ни о какой остроте рулежки речи быть не могло. Было четкое разделение по геометрии на спортивные мотоциклы и тур-эндуро. Сейчас на Super Adventure S такой же угол наклона вилки, как на Super Duke GT. Ну и как вы думаете, достаточно ли остро рулится Super Adventure S? Я много путешествую на разных тур-эндуро и советую Super Adventure как более сбалансированный набор качеств даже для любителей очень быстрой езды, если вы выбираете из. Но, по-моему, Super Duke GT не так покупают. Должно сойтись много факторов, чтобы почему-то стать владельцем мотоцикла, который настолько выбивается из стандартов. Наверное, это больше личная история, чем логика. Поддержать меня можно на Бусти и Патреоне.